Природа Боливии не просто красива, она грандиозна, дикая и необуздана. Она напоминает нам о том, насколько величавой и разноликой может быть наша земля, когда человек оставляет за ней право оставаться самой собой. Боливия – это место, где можно почувствовать себя маленькой песчинкой, но при этом почувствовать глубочайшую связь со всей Вселенной. Это территория, где природа создала свои самые смелые шедевры. Каждый турист начинает свое путешествие с самого известного и необычного места Боливии – кладбище поездов. Место расположено на высокогорном плато Альтиплано, примерно в 3 километрах к юго-западу от небольшого городка Уюни и совсем недалеко от знаменитого солончака Уюни. В конце 19 века в Боливии началось активное строительство железных дорог. Британские инженеры и местные компании прокладывали пути, чтобы транспортировать полезные ископаемые с высокогорных рудников к Тихоокеанскому побережью. Уюни стал ключевым железнодорожным узлом. К 1940 годам добыча минералов резко сократилась, а экономические и политические изменения привели к краху многих горнодобывающих предприятий. Паровозы и вагоны устарели, их сгоняли на пустые площадки на окраине Уюни на ремонт или до лучших времен. В итоге их просто бросили под открытым небом. Сухой и морской горный воздух, сильные ветра и соляная пыль с ближайшего солончака быстро съела металл, превратив их в сюрреалистические скелеты. Сейчас кладбище поездов является популярным туристическим объектом под открытым небом. Совсем рядом находится следующая популярная локация – Солончак. Это огромный природный исторический комплекс, который занимает более 10 тысяч квадратных километров. Он является самым большим высохшим соленым озером на планете. После высыхания остался колоссальный соляной пласт толщиной от 2 до 8 метров, под которым находится глубокий слой насыщенного соляного раствора. На самом Солончаке и в его непосредственных окрестностях находится легендарный отель Иссоли. Отель был построен в начале 1990-х годов местным предпринимателем и стал первым отелем Иссоли в Боливии и во всем мире. Из соли выполнено абсолютно все – стены и перекрытия, столы, барные стойки, кровати, тумбы и декоративные элементы внутри. Прямо перед зданием отеля расположен знаменитый флагшток, где путешественники со всего мира оставляют национальные флаги своих стран. В период дождей тонкий слой воды покрывает плоскость Солончака. В этот момент граница между небом и землей полностью стирается. Уюни превращается из бескрайней белой пустыни в самое большое зеркало на планете. В этот период, который обычно длится с ноября по март, дарит миру пейзаж, аналогов которых нет на Земле. Перед вами так называемые глаза Солончака. Это природные гидротермальные отверстия, которые пробуревают прочную соляную корку изнутри. Регион Альтиплано вулканически активный. Поступающая снизу вода часто подогревается геотермическим теплом. Закипая или выходя под газом, вода постоянным потоком циркулирует в этих точках, не давая соляной корке затянуться и закристаллизироваться обратно. Прямо посреди белой соляной пустыни Солончака Уюни в Боливии расположен остров Инкауаси. С геологической точки зрения Инкауаси – это верхушка древнего подводного вулкана, который находился на дне доисторического озера Минчин. Холм состоит из закаменевших древних кораллов и скалистых пород, сохранивших следы морской фауны миллионов лет давности. Остров полностью усыпан тысячами кактусов. Эти кактусы растут со скоростью всего около 1 см в год. Высота многих из них превышает 10-12 метров, а это значит, что их возраст составляет от 800 до 1200 лет. Туристы поднимаются по обустроенным каменным тропам на самую вершину острова, откуда открывается потрясающий вид на бескрайний ослепительно-белый Солончак и возвышающийся на горизонте вулкан Тунупа. Для инков и местных коренных народов этот холм служит укрытием и священным местом во время путешествия через опасную соляную пустыню. Еще одна популярная локация в Боливии – это лагуна Курада или соседняя лагуна Бланка в национальном заповеднике андской фауны. Это высокогорное озеро – одно из важнейших мест гнездования и обитания сразу 3 видов редких фламинго. Вода в таких высокогорных лагунах имеет насыщение минералами, бором и сером и специфическими микроводорослями. В зависимости от времени суток, ветра и температуры вода меняет свой оттенок от глубоко синего и изумрудного до насыщенного красного и кирпично-бордового. Сотни туристов приезжают сюда для того, чтобы вблизи увидеть сразу 3 вида фламинго в их естественной среде обитания. Контраст между ярким розовым оперением птиц, синей воды и золотистой андской травы создает невероятные кадры. Для фотографов и любителей природы это идеальная локация.
Друзья, если вам нравится видео, поддержите нас, поставив лайк, а чтобы не пропустить следующее видео, нажмите на колокольчик. Для тех, кто хочет финансово нас поддержать и угостить чашечкой кофе, ссылка в описании. Спасибо всем, кто это делает. Следующая локация – долина скал, неподалеку от известного массива Затерянная Италия. Основой для этих скал стали мощные извержения древних андских вулканов. Выбрасываемый пепел, песчаник и жидкие лавовые потоки со временем спеклись и образовали плотные слои туфа и красного песчаника. Главный скульптор этого места – сильный, несущий песчинки высокогорный ветер альтиплана. В сочетании с перепадами температур и морозными растрескиваниями ветер веками обтачивал и выдувал более мягкие и хрупкие нижние слои породы, оставляя верхушки из более плотного камня. В этих местах можно встретить горную вискашу. Хотя внешне вискаша очень похожа на кролика или зайца из-за длинных ушей и компактного тела, биологически она относится к семейству шиншилловых. Вискаши очень миролюбивые и забавные зверьки. Днем они часто сидят абсолютно неподвижно на отвесных скалах, сжавшись в пушистый шарик и прищурив глаза. Кажется, будто они медитируют или глубоко спят, хотя на самом деле так они принимают солнечные ванны и экономят энергию на сильном морозе. В отличие от многих диких животных, вискаши в этой местности привыкли к людям. Они не убегают, а спокойно сидят на камнях буквально в 2 шагах от путешественников. Поймать в кадр милого зверька, похожего на кролика с хвостом белки, на фоне сюрреалистических красных скал – одно из главных инстаграмных целей в туре. Самая южная точка в 3-дневном маршруте – Зеленая лагуна и величественный спящий вулкан Ликан-Кабур, который расположен почти на самой границе Боливии и Чили. Лагуна знаменита тем, что меняет цвет. В безветренную погоду вода кажется спокойной и небесно-голубой или бирюзовой. Однако, когда во второй половине дня поднимается сильный ветровой шторм, со дна поднимаются минералы – медь, карбонат кальция, свинец, превращая цвет озера в насыщенный ярко-изумрудный или бирюзово-зеленый. Вулкан имеет почти идеальную конусообразную форму. Для инков это была священная гора. На самой вершине археологи обнаружили руины древнего святилища инков, где совершались ритуалы и жертвоприношения. Из-за чрезвычайно высокого содержания токсичных минералов и солей вода в лагуне Верди совершенно непригодна для жизни. В спокойные часы поверхность озера работает как гигантское природное зеркало, в котором идеальным образом отражается заснеженная вершина, что делает эту локацию одной из самых открыточных в Боливии. Туры по Солончаку-Уюни и окружающему высокогорью альтиплана – это отлаженная туристическая система. 3-дневный групповой тур, который включает сам Солончак-Уюни, кладбище поездов и остров Инкауаси, закат на солнце и базовый ночлег в хостелях с питанием будет вам стоить $200-250 на человека. Кроме этого, есть дополнительные расходы. Билеты в заповедник примерно $22, на остров Инкауаси $4 и купание в термальных источниках $1,5. Этот тур идеально подойдет любителям дикой природы. Разноцветные лагуны, стаи розовых фламинго, дикие викуньи, гигантские кактусы и сюрреалистические пустыни – это абсолютный рай для создания уникального видео и фотоконтента. Подойдет для искателей приключений и любителей настоящего дорожного путешествия. 1000 километров бездорожья на внедорожниках, смена климатических зон и ощущение присутствия на другой планете. Из-за отсутствия светового загрязнения и экстремальной высоты ночное небо над Альтипланом и Солончаком одно из самых чистых и звездных на Земле. Млечный путь виден во всех деталях. На суровом плато Альтиплана, где из-за холода и высокогорья плохо растут обычные сельскохозяйственные культуры, лама дает местным жителям все необходимое. Ламы идеально приспособлены к хрупкой экосистеме Анд. На их лапках нет твердых копыт, вместо них мягкие подушечки с мозолями, благодаря чему они не разрушают почву и траву при ходьбе, сохраняя андские пастбища. Лама изображена на государственном гербе Боливии как знак богатства животного мира и андских традиций. Обратите внимание на яркие цветные кисточки на их ушах. Так местные жители помещают своих домашних лам, чтобы отличать стадо в условиях свободного выпаса на альтиплана. Животный мир Боливии столь же контрастен, как ее пейзажи. В суровых высокогорьях приспособились к жизни грациозные стады лам и викуней, а в скальных ущельях прячутся пушистые вискаши. В то же время в теплых джунглях и речных системах обитают сотни видов экзотических птиц, ягуар, обезьян и речные обитатели, создавая богатейшую экосистему, сохраняющую свою первозданную дикую красоту. На территории одной страны сталкиваются абсолютно противоположные природные стихии.
монументальная суровость высокогорных Анд и буйное горячее дыхание тропических джунглей Амазонии. Пожалуй, самое жуткое место, которое также входит в самую посещаемую локацию, это пещера мумий Кукеса у подножия вулкана Тунупа. Приединские мумии, найденные в древних погребальных пещерах, это останки представителей местных коренных культур, живших в этом регионе примерно в 1200-1500 годах нашей эры, до прихода испанцев и задолго до рассвета империи инков. Внезапное естественное мумифицирование произошло благодаря суровому климату, экстремально сухому воздуху, высокогорью, ледяным ветром и минеральной соли. Умерших хоронили в сидячем положении с поджатыми груди коленями. По представлениям местных народов, человек должен был покинуть этот мир в той же позе, в которой рождался. Даже сейчас местные индейские общины относятся к этим местам с глубоким почтением. Перед входом в пещере гиды и местные жители часто оставляют символические дары предкам – листья коки или сигареты. В этой пещере находятся останки членов знатных семей или старейшин коренных племен. К мумифицированным предкам регулярно приходили родственники и жрецы. Их не прятали, с ними советовались перед посевом урожая, во время засухи или войн, оставляя рядом посуду с едой, листья коки и напиток чичу. Посещение этих пещер – один из самых мистических и впечатляющих моментов во всем путешествии по Уйне. В отличие от привычных музеев, где экспонаты скрыты за витринами, здесь мумии находятся в той же самой естественной среде и положении, в котором их оставили сотни лет назад, что создает сильный эффект погружения в прошлое.